Ты уверен, Мартин? Так. О, черт. Что это? Пьем? Пьем. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Еще по одной 2020 года «Друг запой», Another Round, комедийный драматический фильм режиссера Томаса Винтерберга, датчанина, представителя одной из самых пьющих наций в Европе, да еще и страдающий от подросткового алкоголизма. Томасу Винтербергу удалось снять эмоциональную картину об алкоголе, без осуждений, стереотипов, главные роли в которой исполнили Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Магнус Миланг и Ларс Ранте. Картина еще по одной на Оскаре 2021 года победила в категории «Лучший иностранный фильм». И это неудивительно, ведь многие, посмотревшие данную философскую алкодраму, отметили уровень постановки и очень необычный сюжет, повествующий о 4 друзьях, решивших выпивать каждый день, чтобы стать счастливее. Ежедневное употребление алкоголя для поддержания уровня в половину промилле. Целью сбора практических доказательств, Да. психологических, логопедических, а также психориторических воздействий и изучения влияния на социальную и профессиональную жизнь. Пить будем только в рабочее время. Фильм еще по одной, актеры и роли. Мадс Миккельсен, Мартин, учитель истории. Томас Бо Ларсен, Томми, физрук. Магнус Миланг, Николай, школьный психолог. Ларс Ранте, Петер, учитель музыки. Мария Баневи, Анике, жена Мартина. Хелена Рейгнер-Нойман, Амалия, жена Николая. Альберт Рудберг Линдхарт, Себастьян, не успевающий ученик, подопечный Петера. Народ, а ну-ка собрались. Вот так. Теперь можно начинать? Я еще раз изучил наш учебный план. Мы с вами говорили о национальном и историческом значении индустриализации Европы. Первые этапы производства фильма «Еще по одной» были начаты еще в 2013 году. В основе фильма лежит теория, высказанная норвежским психиатром Финном Скердерудом. В ходе работы над сценарием герой Мадса Миккельсена сменил профессию. Изначально протагонист должен был быть страдающим от нерешительности авиадиспетчером. Несмотря на то, что главные герои в фильме почти все время навеселе, актеры на съемках не пили, что подчеркивает режиссер Томас Винтерберг. В фильме «Еще по одной» 2020 года используется документальная хроника, несколько кадров с политическими деятелями, явно злоупотреблявшими спиртным, Николя Саркози, Ангелой Меркель и Борисом Ельциным. Выбор актеров до Винтерберга не был проблемой. Со времен торжества 1998 года он предпочитает выбирать тех, с кем ему легко работать. Это генерал Грант, это Эрнест Хемингуэй, а третий Уинстон Черчилль. Что у вас с ними общего? Вы пьете как свиньи. Когда дело дойдет до экзамена, кто из вас, амбициозные вы мои, закончит как Хемингуэй и бесславно вынесет себе мозги, а кто выиграет мировую войну? Понятно? Вот так. Песня в этой лайв группы Scarlet Pleasure стала саундтреком финальной сцены фильма, мемного раскрепощенного танца в исполнении Мадса Миккельсена. Дочь режиссера Ида должна была сыграть роль дочери учителя истории Мартина, Мадс Миккельсен, но через несколько дней после начала съемок девушка трагически погибла в ДТП. Томас Винтерберг нашел в себе силы продолжать проект, посвятив его памяти дочери. Права на англоязычный ремейк фильма с Мадсом Миккельсеном «Еще по одной» приобрели компании Endeavour Content, Mackie Ready и Appin Way. Совладельцем последней является Леонардо Ди Каприо, который будет продюсировать проект и, возможно, исполнит главную роль. Финальную сцену танца сняли за 2 дня. Из-за того, что Миккельсен не занимался профессионально танцами уже почти 30 лет, ему пришлось танцевать по 4-5 часов в день с другом и с хореографом. А когда мы познакомились, он был шпаной. Шатался по улицам, воображал себя ковбоем, вел себя вызывающе. И брал уроки танцев. Этого я вообще понять не мог. Серьезно? Ты учился танцам? Это что, был балет? Это был джаз-балет. Вот именно. Джаз-балет. Не смешите меня. Фильм «Еще по одной», сюжет. Уставший от жизни школьный учитель Мартин, Мадс Миккельсен, вместе с 3 коллегами Томми, Петером и Николаем, решает проверить теорию скандинавского философа Финна Скердеруда о том, что всем людям от природы недостает в крови спирта. Дни напролет они остаются немного нетрезвыми и последствия не заставляют себя ждать. Мартин – простой учитель истории в старших классах, наводящий тоску на своих учеников. Он скучен не только им, но и собственным детям, вечно отсутствующей жене и даже самому себе.
Зато Мартин не одинок в этой проблеме. Его приятели и коллеги, преподающие в школе разные предметы, тоже страдают от апатии и тотального кризиса по всем фронтам. Хочется вернуть в жизнь яркие краски, а простейший способ напрашивается сам собой – водка. Конечно, в зависимость никто впадать не собирается, но существует целая теория о том, что 0,5 промилле алкоголя в крови прибавляет бодрости, хорошего настроения и счастья. Мартин и компания решают поставить эксперимент на себе, играя с огнем, и увеличивают дозу до 1 промилле. После очередного скандала от Мартина уходит жена Аники, и друзья наконец отказываются от продолжения эксперимента. Спустя несколько месяцев Мартин, Петер и Николай перестали пить в течение дня, за исключением Томми, который из-за алкоголизма теряет работу и во время очередного запоя погибает, выйдя на лодке в море, так как не умеет плавать. После похорон Томми его друзья поминают друга в ресторане и видят, как мимо проезжает группа выпускников из школы и присоединяются к их празднованию. Мартин получает СМС от своей жены, которая готова дать их браку второй шанс. Грустно-радостный Мартин веселится на торжестве выпускников и исполняет свой обещанный друзьям танец. Я как-то раз поймал треску голыми руками. Схватил так и вытащил. Вон они. Вижу. Петр, что ты там делаешь? Ловлю крабов. На них треска ловится. Комедия – тот элемент фильма, который даже не ожидаешь увидеть в такой истории. Еще по одной неочередной тоскливый артхаус, а вполне массовая работа. Вся первая половина картины изобилует сценами, над которыми тянет смеяться в голос. И в этом заслуга не только сценария постановки, но и великолепных актеров. В какой-то момент еще по одной с такой легкостью переходит драма, что это почти незаметно. Нотка трагедии присутствует в фильме с самого начала, и она без труда прослеживается в каждой сцене. Актерская игра главных героев, глубокий и тонкий посыл, сюжет и сама идея, музыкальное сопровождение, операторская и режиссерская работа – все это просто вызывает восторг при просмотре. Но тонкость картины с Мадсом Миккельсеном еще по одной 2020 года заключается в том, что она и сама действует подобно вечеринке с алкоголем, когда в ощущение праздника и эйфории постепенно проникают нотки депрессии. Интересное исследование страхов главных героев. Историк боится будущего, музыкант боится тишины, психолог боится собственной семьи, спортсмен боится активности. Преодолев кризис среднего возраста, совпавший с необычным экспериментом, 4 друзей смогли разобраться в себе и других и прийти к единственному возможному для них решению, выбрав между добром и злом, драмой и комедией, жизнью и смертью. Я вчера немного выпил. Ты немного выпиваешь уже давно. Да. Теперь все это знают. Фильм еще по одной Томаса Винтенберга тронет любого зрителя, даже не слишком знакомого с проблемой алкогольной зависимости. Герои этой истории кажутся близкими и понятными, а с их трудностями может столкнуться буквально каждый. Лента не стремится осуждать или оправдывать кого-либо. Она просто помогает задуматься, заставляет немного погрустить, но заодно от души посмеяться. Еще по одной не просто образцовая комедия, но и великолепная драма. Настоящее искусство, которое останется со зрителем надолго. Ну а финальный танец персонажа Мадса Миккельсена – это восторг в чистом виде. Ведь не зря сцена моментально разошлась на мемы. Это катарсис, одновременно грустный и фееричный, которого так ждал герой, приняв с друзьями еще по одной. Все как-то бесцельно. В смысле? Тебе лучше не знать. Но я в тебя верю, Мартин. В тебя и Анику, да? Мартин и Аника. Вы всегда были вдвоем. Не унывай, старичок.